Всем здорово, народ, и в данном ролике мы поговорим о моментах, которые присутствовали в манге, но по разным причинам, в том числе и цензуры, были вырезаны из аниме Наруто. Это вторая часть данной темы, которую многие из вас так просили. Ссылка на первую часть выше в подсказке. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли маску и носки в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди Мангёкю Sharingan Нака Учиха и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Уже с первых серий цензура в аниме Наруто вошла в действие и не позволила экранизировать жуткие моменты, которые могли повлиять на психику детей. Первое изменение было в одной из самых первых серий, когда Какаши только проверял, готовы ли его ученики стать генинами или нет. Тогда Наруто, Саски и Сакура проходили испытания с колокольчиками, которые они должны были отобрать у Какаши, и во время этого испытания он поймал Сакуру в гиндзюцу, в котором Саски был тяжело ранен. И хочу заметить, что это гиндзюцу Какаши создал сам, без использования Шарингана. И вы только посмотрите, какую картину увидела маленькая Сакура. В аниме эта картина сама по себе жестока. Саски еле живой просит у нее помощи. Все его тело было ранено кунаями, а под ним была огромная лужа крови. Здесь, честно говоря, крови было больше даже, чем в манге. Но все равно этот момент в манге намного жестче. В его теле было в 2 раза больше кунаев и сюрикенов. Также здесь у него нету левой руки, а левая нога вообще вывернута в другую сторону. Возможно, правая тоже, но ее не видно. Здесь Какаши уж точно перестарался, что, собственно, он сам и признал. Следующий момент будет уже очень позитивный. Я думаю, все помнят милую встречу Наруто и Ян Курамы, когда уже Кагуя была запечатана, а хвостатые звери, казалось бы, уже будут на свободе. Тогда Наруто изо всех сил побежал к лисенку, который в аниме на это очень эмоционально отреагировал, ведь ему было стыдно, что он также скучал, но этого он не показывал, и после этого все хвостатые с него смеялись. В манге же эта сцена была показана совершенно по-другому. В момент, когда Наруто подбегал к Кураме, лис показывал ему средний палец. И честно говоря, я не понимаю, почему это считают цензурой. Во-первых, это показывал не Наруто, а во-вторых, это просто весело. Ведь многие зрители по сегодня не знают, как эта сцена выглядела по канону, потому что мало кому интересно было читать мангу. Все же человек больше получает эмоций именно смотря аниме. Дальше идет жестокий момент Саски в бою против Киллера Би. Тогда еще юный и одержимый силой Учиха был, скажем так, пижоном, который недооценивал своих противников, но Киллер Би стал ему хорошим уроком на всю жизнь. Сначала Саски сумел поймать его в очень мощное гиндзюцу, но Гюки помог ему из него выбраться, после чего Киллер Би нанес Саске невероятно мощный удар в грудь. И если смотреть на этот момент в аниме, то там ничего особо не видно, однако в манге рана после этого удара более детально прорисована, и здесь четко видно, что все его ребра сломаны, а в грудях просто черная дыра. Не будь возле Саски Джугу или Карин, он бы как минимум 2 раза в этом бою уже умер. Попался! В первой части ролика я упоминал отца Инари, которого жестоко убил Гато. Сейчас же речь пойдет о смерти как раз таки этого уродливого карлика, которого почти каждый зритель сразу же возненавидел. Так вот, в аниме его смерть абсолютно ничем не выделяется. Забоза просто скинул его с моста и все, тот уплыл вместе с течением. В манге же он умер совершенно по-другому. Вместо того, чтобы нанести удар кунаем в грудь, как это было в аниме, Забоза просто отрубил голову Гато. И вот это уже действительно более-менее жестокая смерть, как для этого безжалостного человека. Ты вместе со мной пойдешь в ад. Я думаю, что большинство из вас знают о проклятой печати главной семьи клана Хьюга. Это специальная метка, которую получает каждый член из побочной ветви клана. Она создана для того, чтобы запечатывать бякуган владельца после его смерти, дабы секреты этого додзюцу не попали в руки врагу. То есть, когда член побочной ветви клана умирает, его печать исчезает и запечатывает их бякуган. Но это первая причина, почему низшие за рангом представители клана Хьюга получают эту метку. Вторая причина заключается в контроле побочной ветви. То есть, представители главной семьи могут в любое время активировать метку на лбу пользователя, после чего данная метка уничтожает клетки мозга у тех, кто сопротивляется.
Все это я говорю к тому, что в аниме и в манге данная метка выглядит совершенно по-разному. В аниме она изображена в виде икса на лбу, а в манге все куда интереснее. Ведь казалось бы, этот символ ни с чем не сплутать. Но на самом деле это символ древней религиозной иконы, которая представляет удачу и процветание в буддийских и индуистских странах. Но из-за того, что данный символ чаще ассоциируется со свастикой нацистов, в аниме символ был заменен, чтобы избежать проблем. Однако оригинальная форма сохранилась в сборниках томов. Также версия манги Виз взяла на себя обязательство всегда упоминать, что этот символ не является свастикой, где бы он ни появлялся. Теперь вспомните арку преследования Саски, а именно бой Неджи и Кидамару, когда паучок узнал о слабом месте Бякугана и выпустил стрелу, которая прошла насквозь через тело Неджи. Хоть он и сумел от нее немного уклониться с помощью чакры, но она все равно прошла сквозь его тело. И в этот момент многие задались вопросом, а где рана на теле Неджи? Если же эта стрела прошла сквозь его тело, значит и след от нее тоже должен был появиться. В аниме рана на этом месте как будто бы сразу зажила, но в манге этот момент ощущается совершенно по-другому, ведь рана в его плече была в виде огромной дыры, и это уже действительно похоже на то, что стрела на самом деле прошла сквозь плечо Неджи. Ладно, не будем больше говорить о жестоком, а давайте лучше перейдем к чему-то действительно горячему. Я думаю, многие помнят первую миссию Сая с командой 7, когда они вместе с Ямато отправились к мосту Тенши. Тогда их целью было захватить шпиона Акацуки, который работает на Орочимару, и добыть какую-то важную инфу по змеенышу и, конечно же, Саске. Но так как Сай не ладил с командой, они решили переночевать в гостинице с горячими источниками. В аниме на первый взгляд ничего необычного нету. Девушки себе купаются, да и все. Но в манге все гораздо откровеннее. Только посмотрите, лишь одна девушка прикрывала свое тело полотенцем, в то время как в аниме та, что стоит, полностью в нем окутана. Одну девушку закрыл камень, а то, что слева, вовсе не показали. Это, наверное, один из самых откровенных моментов в манге. Ну и теперь переходим к самой непонятной технике, которой владеет Канахамару. Это из разряда соблазнительных техник, только вот они работают лишь на девушках. По крайней мере, я на это надеюсь. В общем, когда Наруто за долгое время встретил Канахамару, тот показал ему двойную технику соблазнения. И, конечно же, Сакуре она не понравилась. И Канахамару хорошенько так досталось от Сакуры. Тот начал убеждать ее, что эта техника хороша в случаях, чтобы отвлекать внимание. С чем, конечно же, Сакура не согласилась. И тут Канахамару юзанул технику, где изображены Сай и Саске. И вы только посмотрите на реакцию Сакуры. Ей действительно она понравилась. К счастью, эта сцена вовсе не была показана в аниме, и даже в английской версии манги виден только их силуэт. В принципе, на этом у меня все. Если вы хотите продолжение данной рубрики, то проявите актив в комментариях, а на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте, пожалуйста, оценивать ролик лайком или дизлайком, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. За паблик в инстаграме и беседочку в дискорде также не забывайте, все нужные ссылки будут в описании. А я желаю всем удачи и всем пока.